Если у вас импульсивная, резкая, дерганая, шиложопая собака, то это видео я посвящаю полностью вам. Привет, собаководы, я Игорь, инструктор по дрессировке. Возможно, вы слышали такой термин «реактивная собака». Сам термин я на самом деле ненавижу, но его сейчас в поп-кинологии, в рилсах и инстаграмах используют чаще всего, чтобы описать любую гиперактивную, шиложопую, неусидчивую собаку. Но есть маленькая проблема. Когда ко мне приходят на онлайн-занятия, говорят, у меня реактивная собака, я понимаю, что люди просто клеймо на свою собаку повесили и говорят, вот она такая, и вот, собственно, все, будем жить с этим. Но в большинстве своем, к моему же сожалению, хозяева реактивные. Не собаки, а именно хозяева. Бегом, 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 вышли, куда-то в парк побежали, туда побежали, это сделали. Так, ты еще не всем жопу понюхала. Подходят и прям заставляют собаку понюхаться с кем-то. Отстаньте от собаки. Послушная собака начинается дома. Прогулка на улице начинается дома. Вы из дома выходите плавно, спокойно, медленно, уверенно. Даже одевание на прогулку должно быть плавным, медленным, спокойным. Дерганые хозяева, дерганые собаки. Это аксиома, запомните это. Если у вас собака послушная, вам не будет сложности ее одеть, обработать, сделать все, что угодно. И прогулка у вас будет проходить действительно в кайф. А если собака непослушная, с ней не гулять, не выходить на прогулку, ничего не будет классно и весело. Поэтому обязательно у вас цель не нагулять собаку. У вас цель одна – послушная собака. И формируете вы это послушание с момента начала выхода на улицу. И для меня это, знаете, какая-то основа послушания собак. Что если я спокойно могу выйти с собакой, спускаться ступенечка за ступенечкой, идти медленно, не спеша, и собаки остаются у меня под полным контролем, это не должно являться для меня проблемой. И если у вас по-другому, то прогулка, возможно, вам не нужна, ее просто не должно быть, если вы не видите идеальный результат, который вас будет устраивать. С послушной собакой всегда кайф гулять. Собаки ведут себя хорошо, я им дам больше пространства. Там, где можно, я с удовольствием отпущу собак с поводка, потому что я в них уверен в эти моменты. И спокойно говорю «гуляй». И они, я знаю, что останутся под контролем. Гуляй. И когда вы будете уверены в своих собаках, вам не нужен будет именно поводок. Вы управляете собакой полностью словом, голосом. И импульсивная собака точно так же вас замечательно слышит и слушает. Просто это вопрос воспитания. Наши собаки, если бы они не вели себя хорошо, я бы их в жизни не отпустил с поводка. Какова вероятность, что я отпущу свою собаку, она побежит на дорогу, вот здесь трасса? 0. Гуляй. Потому что я уверен в своей собаке. Это вырабатывалось не в минуту, не в секунду. Это вырабатывалось месяцами и годами. Ни одна собака такой не рождается. Ни одна собака это с детства не умеет. Иначе говоря, любую собаку можно воспитать таким образом, чтобы собака была более усидчива. И для этого у нас есть целый ряд упражнений и ряд действий, которыми мы это делаем. Выдержка – это самое базовое и важное, что нужно делать. Выдержка допустима по 3 самым простым командам. Первая – это команда за лакомство. Команда либо сидеть, либо ждать, либо место. Контекст сейчас не важен, потому что любая команда из этих подразумевает «останься на этой точке, я буду тебя отхваливать, приходить и уходить». То есть я подошел к собаке, дал ей вкусняшечку, собаке повторяю команду, допустим, сидеть и отхожу. Опять подошел, молодец, сидеть, ну или лежать, или бах, тоже подойдет на самом деле команда. И ухожу опять. Я собаке объясняю самое простое. Сиди, не двигайся, я сам побегаю. То есть я подхожу, хвалю, ухожу, а собаке все это время нужно находиться на этой же точке и никуда не уходить. Второе, выдержка после команды «дай». Когда вы играете с собакой, дай и водите перед собакой игрушкой. С самого раннего возраста мы все это делаем в обязательном порядке. И здесь же третья выдержка, где нету никакого поощрения, по команде «стой» на поводке. Идем, 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 стой! И мне нужно, чтобы собака стояла. Каждая попытка уйти я возвращаю обратно на исходную точку. Мне обязательно нужно добиться 3 выдержек с разной формулировкой поощрения. Лакомство, игрушка, продолжение прогулки. То есть я объясняю собаке, что в некоторые моменты, чтобы покайфовать, нужно дождаться. И только так я могу работать с собакой в обязательнейшем порядке. Многие хозяева в этот момент, опять же, наслушались этих страшилок, поп-кинологии, в рилсах, тиктоках о том, что не переутомите свою собаку. Поверьте, дамы и господа, вы не переутомите свою собаку таким образом. Выдержка на то и выдержка. Я не могу от необученной собаки требовать выдержку, там, не знаю, давайте скажем, 10 минут. От своей собаки я могу требовать выдержку и намного дольше. И 15 минут, и 20 минут. И это видео мы снимаем уже минут, не знаю, 30. И выдержка должна быть базовая. Но от маленького щенка выдержку
минуту вы спокойно можете дождаться и спокойно можете выработать. Понятное дело, что если вы только начинаете, вы отхваливаете собаку буквально за 10 секундочек. Но это не потолок, это первая ступенька. Поэтому в обязательном порядке вы шаг за шагом ставите себе цель увеличивать выдержку, увеличивать длительность. И самое главное, кроме длительности, у нас же есть еще окружающая среда, которая тоже может меняться. И самое главное, чтобы собаки оставались на выдержке, особенно в те моменты, когда вокруг много раздражителей. Потому что часто люди отрабатывают выдержку в таком формате, то, что они делают это либо дома, либо на площадке, либо в парке, где-то, где нету окружающих раздражителей. А вот моя задача как раз-таки сделать обратное. Отработать выдержку до того уровня, чтобы они предвкушали взаимодействие со мной, но именно с форматом того, то, что это будет в открытой среде с кучей раздражителей. Гуляй! Для меня норма гулять с собакой, перевозбудить ее, побеситься, подурачиться, но при этом также обязательно встать где-то на выдержку, понаходиться где-то с собакой в коротком пространстве, на коротком поводке, если потребуется, не давать ей вседозволенность в какие-то моменты. Вам нужно уметь от себя это требовать. Не беситься на своих собак, если у вас это не получается, а относиться к этому как к полноценному упражнению. Наши собаки в некоторые моменты нас бесят точно так же. Даже видео отдельно было на канале про это. Про то, что мы иногда бесимся от своих собак, но мы никогда не срываемся на них. Это обязательная часть воспитания. Потому что ваша малейшая злость, ваша малейшая, наоборот, недовольство собакой еще больше ее подбадривает. Наоборот, собака вместо спокойного состояния начинает суетиться, начинает беситься, начинает не понимать, что ей надо делать. И наоборот, когда вы спокойно что-то требуете, доделываете до конца, собака понимает, неплохо, не хорошо, но выбора особо сильно нету. И это должно стать нормой обучения для вас. Только так вы будете добиваться послушного поведения собаки. И важная деталь. Я не говорю, что собаки все абсолютно одинаковые. Действительно, одна собака более активна, другая менее активна. У какой-то собаки пищевая мотивация больше развита, у другой собаки игровая мотивация. Одной собаке интересно и весело перенюхивать все жопки на этой планете и перемечать все деревья полностью, которые есть в парке, а другой собаке это абсолютно не надо. Собаки действительно разные, но в этом и суть. Детали меняются. И вот эти примеры — это всего лишь детали. Давайте подумаем, что же мы еще можем сделать, кроме как вырабатывать выдержку и не срываться на своих собак. Это распорядок дня. Наверное, многим я уже прожужжал уши о том, что график — это база. Со своими собаками мы график тоже соблюдаем. Я не представляю, как воспитать щенка, молодую собаку, либо, опять же, импульсивную, гиперактивную, о которых мы все это время говорим, без графика распорядка дня. У меня было видео отдельно на канале про график и режим, отдельно советую посмотреть, но базовую вещь, самую главную, основную, я все-таки упомяну с удовольствием. Весь график заключается в том, что до кормления мы занимаемся, а после кормления мы не трогаем собаку минимум 3 часа. И вы думаете, наши собаки не хотели бы сейчас беситься, играться и заниматься? Они бы хотели, просто у них есть привычка после кормления отдыхать. И они уже отдыхают, часа 4-5. И это нормальное явление, что собака отдыхает. Им никто не запрещает походить, побродить, поподглядывать куда-нибудь за нами. Это нормальное явление. Но от нас они не получат ни секунды взаимодействия, игры и бесиловки. И именно поэтому они привыкли отдыхать в то время, когда мы работаем. У меня очень часто люди на занятии, что прям вообще не трогать? Если я подойду поглажу, отстаньте от собаки. Вот вам понравится, если вы будете ложиться спать, и к вам подходят и постоянно вас поглаживают или треплют. Действительно, какой-то собаке это может понравиться, для какой-то собаки это будет безразлично. Но в общих чертах, в среднем по больнице, щенка это только перевозбуждает, подбадривает, и щенок, наоборот, вместо полноценного, долгого, сильного отдыха находится в состоянии ожидания. А вдруг что пропущу? А куда хозяин пошел? А это что? А вам же нужно показать. Покушал. Все. Абсолютно все. Это и есть важная часть распорядка дня. То есть, не соблюдая график, у вас нету стабильных занятий по выдержке. И вы будете, наоборот, еще больше психовать от того, что собака постоянно просыпается, неусидчивая, не умеет концентрироваться, постоянно возле вас. Она постоянно что-то хочет делать, не умеет быть в одиночестве. У вас нет уже времени на свои дела. Вы не можете оставить собаку в покое. Вы, наоборот, на нее будете срываться. Больше или меньше — это вопрос формальный. И тем самым, что вы не соблюдаете график, вы еще больше ее разгоняете. Она становится еще более активная, потому что она не спит долгими промежутками времени. То есть не обязательно даже спит, не отдыхает. Вы должны предоставить возможность отдыха собаке. Уровень послушания, который вам потребуется, он очень сильно индивидуален. Кому-то нужна немецкая овчарка, с которой через огонь и воду
все можно с ней сделать, и она всегда будет рядом. Кому-то достаточно бытового послушания, когда собака просто радует, не творит лишнего ужасного. Но помните самое главное, что если ваша собака импульсивная, резкая, шиложопая, возможно, именно вы реактивный хозяин, импульсивный, неусидчивый, и вам просто нужно обратить внимание именно на упражнения, на отработку правильных действий, и чтобы для вас это стало нормой и привычкой. И помните, все в ваших лапках. Пока.